Приветствуем наших подписчиков и гостей канала Эзотерика для тебя. Друзья, мы вас всех приветствуем в изобилии и достатке. Сегодня в этом видео, друзья, мы с вами поговорим о том, что вам нужно успеть сделать до 4 ноября включительно. Очень важная информация, какие ритуалы и обряды можно провести и обязательно, какие слова нужно произносить на протяжении этого периода, для того, чтобы избавиться от проблем, от неприятностей и привлечь удачу и благополучие в свою жизнь. Поэтому обязательно досмотрите от начала до конца это видео. Будет много полезной, важной и интересной информации для вас. А прямо сейчас подпишитесь на канал Эзотерика для тебя. Если вы же подписаны, проверьте, включен ли колокольчик, все уведомления. А также обязательно каждый день заходите на канал Эзотерика для тебя, потому что у нас каждый день выходит новая, полезная и важная информация. Ставьте лайк этому видео и обязательно поделитесь этим видео с теми, кого вы любите, кого вы цените, кому вы желаете мира, любви и гармонии. Друзья, обращаем ваше внимание, что у нас сейчас идет убывающая луна. И убывающая луна будет идти включительно до 4 ноября. А 5 ноября в 00 часов 15 минут по московскому времени в знаке зодиака Скорпион нас ожидает новолуние. Но до новолуния, до того, чтобы начать делать какие-то кардинальные изменения по привлечению денег, изобилия, богатства, мы с вами должны отказаться от тех или иных проблем, которые нам мешают дальше двигаться и развиваться. Поэтому до 4 ноября первое обязательно, что нужно сделать в это время. Прощайтесь обязательно со своими всеми вредными привычками, вне зависимости, что это. Потому что именно ваши вредные привычки всегда будут мешать вашему счастью, вашему здоровью и процветанию. Также в последние дни ноября, до новолуния, также проводите обряды, ритуалы, которые будут направлены на очищение от всех негативных программ. Поэтому в это время очень важно устроить энергетическую уборку в своем доме, для того, чтобы очистить дом от негатива, а также снять с себя порчу и сглазы. На канале Эзотерика для тебя достаточно много ритуалов, обрядов, практик по очищению. Обязательно постарайтесь до 4 ноября выбросить хотя бы одну ту старую вещь, которая вам действительно уже не нужна. И пусть эта вещь станет для вас таким вот сигналом, стартом к тому, чтобы избавиться не только от физических каких-то физической вот грязи, но и также почистить себя на энергетическом плане, для того, чтобы в новолуние вступить уже с новыми силами, с новыми идеями и планами. Также в это время, пожалуйста, старайтесь как можно больше анализировать и прощаться с тем, что вам мешает в жизни. А это также очень важно касательно ваших отношений. Вне зависимости, это на работе, это в личных отношениях или это с соседями. Избавляйтесь от токсичных отношений и от энергетических вампиров, потому что они с вас тянут энергию. А когда с вас тянут энергию, вы, значит, не можете постоянно нормально восстанавливаться, а значит, это мешает вам накапливать вот эту созидательную, божественную энергию и двигаться дальше. Поэтому, чтобы этого не было, отказывайтесь. Просто возьмите вот после просмотра этого видео и поставьте себе пункты, напишите список того, от чего вы хотите избавиться до 4 ноября. Начиная от тех проблем, связанных с деньгами, с личными отношениями, с работой, с домом. То есть у каждого это свои могут быть проблемы. И проанализируйте и поймите, как вы это можете сделать. Вы можете даже фантазировать. То есть, например, у вас есть кредиты, у вас есть долги. Представьте себе, что, значит, вы должны себе понять, что, значит, вам нужна хорошая работа. Ага, этот вопрос я могу решить. И после этого сожгите этот листочек с вашим списком того, чего вы хотите избавиться на убывающую луну. Кроме того, обращаем ваше внимание, что у нас убывающая луна
последние ее дни, но, к сожалению, в эти последние дни до 4 ноября у людей нет подпитки. И, соответственно, люди очень многие могут быть злые, недовольные, агрессивные, могут стараться вас, особенно энергетические вампиры, те люди, которые привыкли с кого-либо качать энергию, они будут пытаться, например, если у вас слабая энергетика, или, возможно, вы поддаетесь легко влиянию, они будут пытаться с вас скачать энергию. Вам и так тяжело энергетически, возможно. Многие люди, кстати, в последнее время нам пишут, что они очень чувствуют новолуние, полнолуние, убывающая, растущая луна. И многие люди говорят о том, что да, когда луна убывает, прямо чувствуется, что не хватает какой-то подпитки, не хватает энергии. Также в это время проводите практики обязательно, потому что по тем направлениям, от которых вы точно знаете, что вам уже надоело быть. Также, если вы хотите разрывать отношения, разрывайте отношения, уходите, меняйте. Также касается и многих других пунктов, которые на данный момент вот вам мешают жить. Также в это время обязательно проводите работу над ошибками, для того, чтобы больше не сталкиваться с теми вот проблемами, с теми неприятностями, которые наступили в данный момент. Вы должны понимать, все то, что вы сегодня, сейчас, в данный момент имеете, это все благодаря вам, вашим поступкам, вашим мыслям, возможно, вашему характеру. И только винить вы можете только себя. Вы сейчас кто-то скажет о том, да нет, это виновата моя соседка, она разлила, и у меня пошли последствия и так далее, и так далее. Но здесь много других факторов возникает. Почему всегда люди считают, что кто-то когда-то виноват? А давайте мы вместе с вами будем разбираться и будем думать о том, что мы с вами достаточно сильные люди. Мы можем провести практику, мы можем провести ритуал для того, чтобы защититься, для того, чтобы уберечь себя от каких-либо проблем. Также, пожалуйста, если есть возможность, то и если у вас есть долги, кредиты, раздавайте долги на убывающей на Луне, потому что таким образом вы сохраняете свою финансовую удачу и уже на растущую Луну вы сможете уберечься от новых долговых обязательств. Даже если у вас убывающая сейчас Луна, и вы не знаете, как решить вопрос с долгами, потому что, например, у вас есть какая-то сумма, но вы бы хотели бы сразу всю закрыть, особенно это касательно банков, постарайтесь хотя бы какую-то небольшую сумму погасить на убывающей Луне. Таким образом, вы дадите толчок тому, чтобы в вашей жизни появлялись люди, события, идеи, новые проекты, которые будут вам помогать быстрее рассчитаться с теми или иными долгами и кредитами. И большая просьба: до 4 ноября включительно время от времени говорить следующие магические волшебные слова. Они помогут вам и откроют новые пути для развития, новые пути для достижения новых целей и задач. Слова следующие, пожалуйста, запишите и повторяйте. Они самые простые. Вы даже можете что-то добавить, если вы хотите, возможно, что-то изменить или улучшить в своей жизни, потому что у каждого ситуация разная. И нельзя сказать, что только вот так нужно или по-другому. Иногда люди чувствуют то, что сердцем, и делают намного лучше, интереснее, и у них результат намного лучше. Итак, слова, которые нужно произносить до 4 ноября. От всех проблем избавляюсь, на успех заряжаюсь. Еще раз, от всех проблем избавляюсь, на успех заряжаюсь. Едете в общественном транспорте, говорите, дома что-либо делаете, например, уборочку, говорите. Но ни в коем случае это не говорите, когда вы готовите еду, потому что таким образом вы заряжаете на непонятно какую энергетику, на хаос своей жизни. То есть, где это касается того, чтобы избавляться, обязательно говорите эти слова. Гуляете в парке, говорите эти слова. И таким образом вы перепрограммируете себя, свое тело и свою жизнь. Друзья, с вами, как всегда, был канал Эзотерика для тебя. Мы старались сегодня дать вам полную информацию по 4 ноября включительно, чтобы вы знали о том, что же вам нужно сделать в этот период времени. До 4 ноября сейчас быстро время пролетит, поэтому, пожалуйста, не расслабляемся, используем убывающую Луну себе во благо и стараемся изменить свою жизнь.
Помните о том, кто же пошел этим путем, этой дорогой, в плане постоянно поиски информации, возможно, где-то кому-то не нравится какая-то информация, знаете, высшие силы пытаются вас направить и помочь вам для того, чтобы вы могли найти ответы на те вопросы, которые вас волнуют. И помните о том, что в нашей жизни все взаимосвязано. Кто-то считает, что нет, это нужно только так, это ваше право. Всех вас любим, целуем и встретимся уже в следующем видео.